Когда эти альпинисты начали свое приключение, они даже не предполагали, что вскоре совершат шокирующее открытие. Они были на полпути вверх по крутому обрыву, когда один из них заметил домик безумно странной формы, встроенный прямо в стену скалы. Они не могли не взглянуть внутрь, но когда они заглянули, они тут же побледнели. Но перед тем, как мы начнем, поставьте лайк и убедитесь, что подписаны, если еще нет, и нажмите на уведомления, чтобы не пропускать новые истории. Это странное открытие началось в 10:15 утра в понедельник. Двое альпинистов, Лео Андерсон и Мия Уильямс, пересекали одну из самых крутых скал страны. Они только устроили передышку на ровном участке маршрута и собирались продолжать путь, когда увидели это. Лео прижал спиной к шерстной известняковой стене. Пот стекает по его голове, хотя он только что отдохнул. Мия уже была чуть впереди него. Но затем внезапно она остановилась и обернулась к своему напарнику с выражением замешательства в глазах. «Это же окно?» – произнесла она удивленно. Сначала Лео подумал, что Мия шутит, но чем дольше она смотрела, тем более он сам ощущал заинтересованность. Он зажмурил глаза и наклонился вперед, чтобы проследить за направляющим пальцем Мии. И тогда он увидел это тоже. Было видно стекло, ловящее солнечный свет. Что делает окно на горной скале? Чем ближе они поднимались, тем яснее становилась странная форма. Глиняная крыша, вставленная в твердый камень над деревянной дверью, которая не казалась реально существующей. Мия уставилась, затем обратилась к Лео. Кто-то построил дом внутри горы. Ее голос был тихим, потому что она еще не могла поверить тому, что видит. Здание было старым, но линии древесины и металла были слишком аккуратны, чтобы быть случайными. Ни следа протоптанной тропы, ни ступеней сюда не вели, только крутая скала. Лео задумался, кто мог вынести сюда все эти материалы и как давно они стояли там, где он сейчас стоял. Затем они увидели единственный возможный путь перехода – узкий выступ из породы, выступавший из основной гряды к месту, где находилась передняя часть дома. Этот уступ был не шире бокового бордюра, но этот как минимум на высоте около 600 футов над землей. Мия проверила его прочность своим ботинком. Он казался достаточно прочным, чтобы выдержать их. Итак, после краткого обсуждения они оба договорились перейти. Увидеть что-то настолько странное нельзя просто игнорировать. Мия завязала их страховочную веревку и сделала первый шаг на уступе. «По одному», — сказала она. Но Лео настоял на том, чтобы двигаться вместе, доверяя веревке между ними. Он держал немного дистанцию между собой и толкнулся вперед, прижимая тело к склону как можно ближе. По мере их перехода температура понижалась. Ветер, казавшийся теплым за считанные минуты до того, стал резким и холодным. Внезапно металлический звон прозвучал из того, что казалось внутри дома, раздаваясь ровно как колокольчик. Лео остановился как вкопанный, выдох Мии застрял в горле. Звук был точно таким же, как будто ставень распахнулась на ветру или хлопнулась незримым кем-то. Пустые окна уставились на них, не выдавая ничего о том, что происходит за ними. «Мы проделали тут достаточно путь», — сказала Мия, голос у нее был напряжен, но решителен. «Нужно посмотреть, что внутри». Лео колебался, бросив взгляд вниз на пропасть. Он протянул руку к руке Мии, ощутив, как ее крепкий хват удерживает его. И вместе они отпрыгнули с уступа на участок прямо перед деревянной дверью загадочной хижины. Дверь была крепкая, дерево казалось необычно гладким для своего возраста. Лео коснулся ручки. Она была почти теплой. Не было признаков гниения или воздействия времени, несмотря на явные признаки того, что место очень старое. Мия приложила ухо к двери, прислушиваясь к движению, но до ее уха не донеслось ни звука. Горнодомик был зловеще тихим и темным внутри, что затрудняло различение деталей. Поэтому, чтобы ориентироваться, Лео включил налобник и направил луч света в темноту хижины. Мия накинула шарф на рот, глаза ее расширились от волнения и одновременно от страха. Они присели под карниз верхней части дверного проема, чтобы войти. Дверь была едва широка для одного человека. И тогда они заметили нечто странное. Передняя часть дома, похожая на домашний очаг, совершенно не совпадала с другой стороны двери.
Там не было жилого пространства или спальни, только странный тоннель, ведущий глубже в гору. Тоннель был едва шире дверной рамы, которая закрывала его от внешнего мира, а окна по обе стороны от двери даже не виднелись внутри тоннеля. «Это стекло здесь держит только твердая каменная стена», — сказал Лео в растерянности. «Но куда ведет этот тоннель?» Вначале никто не ответил. Они сделали первые шаги в пологом тоннеле, но затем снова услышали звук. Громко звякнуло, за которым последовал металлический стук. Это был тот же звон колокольчика, который они слышали ранее, но на этот раз он был намного ближе. Казалось, звук исходил откуда-то поблизости от того света. Мия и Лео приблизились к концу туннеля. Он был примерно 60-футовым по длине и проходился довольно легко. Но затем произошло нечто неожиданное. Пронизывающие ветра за пределами дверей хижины были безжалостны и сильно прижимали к склону. И затем один особенно сильный порыв ударил в переднюю дверь. Нежная и невинная на вид деревянная дверь с гексами в раме с силой захлопнулась и зажила в рамках на угле. Звук эхом разнесся по каменным стенам туннеля, заставив Лео и Мию вздрогнуть. Они побежали обратно через короткий туннель, хватаясь за ручку, но она не поддавалась. Лео пытался толкнуть плечом, но дверь держалась крепко. И когда его фонарик осветил края двери, он увидел, насколько глубоко она застряла в раме. Эта дверь не давала им выйти, и давивший на улицу ветер тоже не помогал. Они внезапно оказались запертыми внутри этой странной горной хижины. Поняв, что они не смогут уйти, им не осталось ничего другого. Они последовали за туннелем к источнику света наперед. И после того, как они достигли конца узкого прохода, он распахнулся в более просторное помещение. Это была зона, которая намного сильнее напоминала жилую комнату, к которой они ожидали прийти в начале экспедиции. Комната была маленькой и вырублена прямо из камня, словно казарма солдат в плену под землей. Пыль лежала толсто на всех поверхностях, смягчая края грубо сделанного стола. Несколько стульев и низких деревянных каек опирались к стене позади него. «Что это за место? Кто здесь живет?» – спросила Мия. На столе лежала одна тарелка с остатками еды. Там была чашка с тонкой пленкой чего-то темного на дне и факел, который еще горел. Были следы жизни, хотя все равно казалось трудно поверить, что кто-то может жить в этом месте. Повешенные на каменной стене над койками побледневшие фотографии показывали горные вершины и группы людей в туристическом снаряжении. Однако на всех фото лица были резко зачеркнуты. Все лица, кроме одного. «Это человек, который живет здесь», – удивлялась Мия, указывая на мужчину в синей шляпе. Зачеркнутые овалы там, где раньше были головы, рядом с человеком в синей шляпе, выражали настоящую злость. Лео и Мия ощутили тревогу, когда смотрели на них. Если этот человек тот, с кем они заперты внутри этого места, они не чувствовали себя в безопасности. Тишина давила на них со всех сторон. Мия обняла себя. Внезапно ее сковала ледяная передышка. Ей не удавалось избавиться от ощущения, что кто-то или что-то наблюдает за ними из скрытого места. Каждая тень, казалось, двигалась. Лео прошептал ее имя, но она не ответила сразу, пытаясь успокоить учащенное дыхание. Внезапно над ними раздалась приглушенная походка, исходившая как будто бы из потолка. Оба застыли, глядя вверх. Второго этажа здесь не было, чердака не было, ничего такого, что могло бы объяснить этот звук. Казалось, что кто-то перемещается в камне прямо над ними, медленно перемещаясь туда и обратно. Воспользовавшись столом в качестве опоры, Лео смог дотянуться до ручки и опустить люк. С громким скрипом он открыл его, выпустив порыв холодного воздуха и обнаружив черную дьявольскую дыру над головой. «Мы действительно идем туда?» – спросила Мия, но Лео был уже полон решимости. «Если что-то за нами наблюдает, безопаснее будет, если мы узнаем, что это». Он исчез в темноте и вернулся к люку. «Ты сказала, что не хочешь оставаться одной, так что поднимайся со мной. Безопаснее вместе». Мия колебалась, затем взяла его за руку. Стол пошатнулся, когда Лео подтянул ее вверх.
«Ты не поверишь, что тут наверху», — шепнул он. Она протиснулась через отверстие и оказалась в узком коридоре, который растягивался невероятно далеко в гору. Они прислушивались. Под покоем раздался слабый звук капающей воды откуда-то за деревянной дверью в конце прохода. По мере того, как они приближались, капли превратились в неукротимый гул. Стоя рядом, они взяли ручку и потянули. Глухой гул воды заполнил их уши. Свет странно проникал в пещеру. Они оказались позади огромного водопада. «Как это возможно?» – выдохла Мия. Затем голос эхом прозвучал через пещеру, зовя их по именам. За водопадом, у пруда внизу, махал рукой мужчина. Их можно было узнать моментально. Это был мужчина из фотографий, тот самый человек в синей шляпе. Лео отступил, настороженный, но Мия, теперь более уверенная, настояла на том, что поворачивать обратно некогда. Если у кого-то есть ответы, то у него. Спокойная поза мужчины не соответствовала образу, который они представляли в голове. Он указал на ступени, высеченные сбоку от водопада. Они прочны. Я проверял их сам. Они спустились осторожно и приблизились к незнакомцу. «Меня зовут Лиэм», — сказал он. «Я альпинист, как и вы». Лиэм объяснил, что прибыл сюда 7 лет назад с командой из 6 человек. Их веревки обрывались, когда они достигли гребня, и он остался на пороге этой загадочной передней части дома. Его группа ушла, чтобы найти помощь, но никто не явился. «Сначала я злился», — признался Лиэм. «Я даже заштриховал их лица на фотографиях, которые нес». Мия вспомнила поврежденные фотографии и поняла правду, лежащую в них. «Передняя часть дома была здесь еще со времени ее прибытия», — продолжил Лиэм. «Нет идеи, кто ее построил, но это перестало иметь значение. Место имеет чистую воду, убежище и пищу. Спасатели в итоге пришли, но я отказывался уходить. Я нашел здесь покой, чего никогда не было дома». Он смотрел на них искренне. «Когда вы уйдете, прошу сохранить это место в секрете». «Здесь есть выход?» – спросила Мия. Лиэм кивнул и указал на спиральный путь, который вьется вверх вдоль стороны водопада. «Следуйте по этому маршруту. Он выводит из горы. Это безопасно. Я часто им пользуюсь, чтобы собирать пищу из леса наверху». Облегченно улыбнулись Мия и Лео. Они разделили трапезу с Лиэмом. Свежая рыба и крапиву, приготовленные на маленьком огне. Тепло пищи и его спокойное присутствие сделали странное место менее угрожающим. Прежде чем попрощаться, они пообещали хранить секрет. Лиэм смотрел им вслед, довольный. Когда Мия и Лео вышли в уходящий свет над головой, они поняли, что стали свидетелями чего-то необычного. Они встретили человека, который выбрал одиночество перед миром, и открыли скрытый мир, который останется навсегда их. Кто строил это место, не имело значения. У места могут быть секреты, и этот стал частью их истории.